Налушечка. Налушечка красавица, Налушечка девочка хорошая. Нала как появилась? Это из разряда... А Налочка появилась из разряда «я никогда не заведу», то есть это были всегда разговоры, потом меня спрашивали, типа, вот у тебя есть Пумыч, не хочешь ли ты ему девочку, но я искренне и тогда считала, и сейчас считаю, я не хотела никогда разводить Пум, я никогда не хотела разводить каких-то вот прям крупных кошек, там, типа, тигров, львов или все такое. Да, я никогда не скрывала, что моей мечтой всегда являлся леопард. Но в единичном экземпляре. То есть, если с рысями мне всегда хотелось котяток, мне всегда хотелось посмотреть, вот на все это потискать, то с леопардом, да, мне хотелось бы потискать котенка, но я не уверена, что хотелось бы их там разводить и все остальное, потому что это совершенно другого уровня кошки. У меня многие животные из частных рук, а также у меня очень много животных, от которых отказались. Я не поддерживаю и не сторонник продажи таких животных, потому что я понимаю, что есть там люди, да, ответственные, окей, пусть, но есть многие, кто там действительно каких-то роликов насмотрелся, особенно с пумами это очень было связано, и нарисовали себе какие-то радужные фантазии о том, что все пумы должны быть как там пума Месси. Я сама видела, до того, как у меня появился Пумыч, я видела эти ролики, но даже тогда, когда у меня еще своей пумы не было, я понимала, что он, и даже внешне понимала, что он другой, что у него телосложение другое, что он выглядит по-другому, что это скорее исключение, что это кошка немного с поломанной психикой, с поломанной судьбой в свое время, в самое начало, еще до того, как он, например, оказался у Саши и Маши. Даже тогда, как бы, я все это понимала, а когда я там Месси увидела вживую, я поняла, ну, насколько это совершенно другая кошка, даже внешне, то есть, ну, просто телосложение, вес, вообще все, то есть, там, пума, которая весом с моих, грубо говоря, рыси, когда они зимой, ну, чуть побольше, как бы, ну, это совершенно разное, понимаете, восприятие кошки. Вот, и я тогда это изначально понимала, и пума действительно никогда не была моей желанной кошкой в плане, я люблю Пумыча очень, это очень важно, сейчас заметьте, я очень люблю своих животных, но у многих животных я не планировала заводить, они просто вот оказались у меня. И с пумой, со второй, был всегда разговор, что, говорю, я не хочу вторую пуму, я не вижу в этом смысла, я не хочу их разводить, потому что я считаю, что это действительно очень опасные кошки, в том плане, чтобы они попали в какие-то неправильные руки. Более того, зачем? Просто рынок с этими кошками уже есть. Купить их не проблема. То есть нужно просто чуть-чуть попытаться порыться в этих кругах, и вы поймете, где чего брать. И зачем как бы еще больше, грубо говоря. Если с рысями там была другая цель, то, что я видела, какие в зверсовхозе бывают животные, и в каком состоянии они потом в итоге вырастают, насколько они отличаются от животных, разведенных у частных людей, там я видела в этом смысл. Ну и рыси не настолько опасны. То с пумами всегда было так. И про пуму девочку я всегда говорила никогда. Так же, как про енотов я говорила никогда, так же я про пуму девочку говорила никогда. И догадайтесь, что? У меня появилась Нала. Нала у меня появилась примерно так же, как Симба. То есть я знала эту пуму, она была публичная пума, то есть я ее видела, я знала, что они в Питере. Все это я знала, но я не могла предположить, что в какой-то момент мне напишет ее хозяин и скажет, что вот ну такая ситуация, что они не могут ее дальше у себя оставлять. И куда ее девать, он не знал на тот момент. Мы с ним договорились, что я ее возьму на год, типа, ну, в течение года он может ее забрать назад, может быть, он все-таки передумает, и что-то в его жизни поменяется, и он решит ее себе все-таки оставить. Но на самом деле, как мне показывает практика всех моих животных, у меня очень многих животных, я часто здесь не говорила об этом на канале, но очень много животных мне давали со словами «мы обязательно заберем». Обязательно. Мы заберем, мы что-то придумаем. Ни одного еще животного, которого мне отдавали, не забирали. Я вижу иногда комментарии людей, которые там пишут, типа, что я за счет этого зарабатываю, что беру вот этих животных. Ни за одно животное, которое я взяла, мне не платят. Ни за одно животное, которое я себе взяла и которые у меня здесь живут, отказники, не отказники, бывшие хозяева или что-то еще, не оплачивают еду. Нет. Такого нет. Все животные, которые оказываются здесь у меня, оказываются на полном моем обеспечении. То есть это еда, естественно, это какие-то манипуляции ветеринарные, те же самые прививки. Это все делаю я, и предыдущие хозяева мне в этом не помогают. Хотя я уверена, что, например, хозяева Фроста, если бы я попросила, они бы, наверное, помогли. Точнее, не наверное, я больше чем уверена, что если бы написала ему, что вот такая ситуация, там что-то надо, они бы, я думаю, помогли. Но ни я так не воспитана, ни я не умею просить.
растить, как бы прям вот так. Ну и люди, видимо, такие. То есть чаще всего, когда люди отдают животное, они его отдают. И они не хотят дальше участвовать в их жизни и все остальное. И говорю, и обычно заканчивается тем, что никто их не забирает. И с Налой получилось, ну не то, что это так же, но получилось так, что да, мне ее отдали. Нала кастрированная изначально была у них. Поэтому, собственно, почему я и кастрировала Пумыча? Потому что я побоялась, что у меня в планах все-таки их соединить, когда будет потеплее, их соединить, чтобы они жили вместе, пока попробовать. Я знаю, что у Пумы это возможно, и многие так делают. Плюс я вижу сейчас на общении, что Пумыч к Нале прям тянется. У меня в планах попробовать их соединить, но почему это откладывается на более теплое время, могу объяснить, потому что я не знаю, как будет происходить соединение. Вдруг что-то пойдет не так, и они там подерутся. И, грубо говоря, зашивать кошку, вводить ее в наркоз, когда зима и холод, это немножко нецелесообразно. Поэтому мы ждем, когда будет тепло, чтобы были перестраховки, чтобы можно было бы хотя бы что-то сделать. Даже наркоз ввести кошкам, то есть стрельнуть кошку зимой, просто даже составы замерзают. Поэтому, ну, это довольно-таки сложно. Вот. И Нала, когда оказалась у меня, она пожила немножко. Она вообще меня к себе не подпускала никак. Она ручная только с его хозяином была, как и многие кошки. У Пум вообще, они очень преданные на самом деле. Ну, очень преданные. Я почему так радовалась в предыдущих видео, что Нала меня встречает, меня зовет, потому что для Пум это... Я не знаю, как вам объяснить это, понимаете? Они, вот бывают, сейчас грубо скажу, бывают собаки-проститутки, да, которые там радуются всем, бегут ко всем. У Пумы не так. У Пумы выбирают себе человека на всю жизнь. Они выбирают одного хозяина, и все, и вы с этим ничего не сделаете. То есть вот как они выбрали себе хозяина, так и все, так и будет. И, например, Нала, у нее хозяин был один. И у него, несмотря на то, что они там растили вместе с женой эту Пуму, все равно она жену к себе не подпускала. С ней общался только ее хозяин, ну, мужчина. Поэтому то, когда Нала начала меня встречать, то есть я понимала, что она крякает именно мне, то есть она зовет именно меня, она видит, если я куда-то уехала там на 2 дня, и у меня приезжает машина моя, она понимает, и Артек мне тоже рассказывает, если он остается, что если там другие, там рабочий кто-то приехал, она не зовет. Когда она видит мою машину, она, видимо, чувствует запах, она начинает крякать и меня звать. Для меня это первый раз, я правда, у меня слезы пошли, когда она начала меня звать, потому что я понимаю, насколько для Пумы это тяжело, насколько для Пумы принять другого человека сложно, потому что она прям, ну, она шипела на меня постоянно. Сейчас она тоже иногда на меня агрится и шипит, но это уже другое. То есть это скорее так, я покажу, я такая вся недоступная, давай постарайся там завладеть моим вниманием. Но она сама начала меня звать. Нала — это кошка, которая утром, в какое бы время я ни встала, могу в 3 часа встать, в 5 утра, это единственная кошка, которая меня встречает, которая сразу же при открытии двери, я вижу, что она бежит и крякает. То есть другие кошки такие там подтягиваются, еще думают вообще выходить, смотрят из будки, а Нала прям бежит. Но прямой контакт я с ней боюсь. Это Пума, у них очень высокий болевой порог. И Пумы, если даже в природе, они дерутся насмерть. Вот просто насмерть, потому что они не чувствуют боли. Даже если их рвут в ответ, они не чувствуют боли. То есть у них все, у них пелена. Пума — это считается животное, которые убивают не только ради еды, но и ради удовольствия. Просто потому что вот они так заигрываются там, и вот так у них происходит. Если бы у меня не было, может, такой ответственности, и, скажи мне, там, это лет 10 назад, я бы пошла к Нале. Но сейчас у меня ребенок, у меня помимо ребенка это куча моих животных, и если с ребенком я еще понимаю, если что-то со мной случится, кто мне поможет и кто позаботится о моем ребенке, то о животных у меня такой уверенности нет, потому что, ну, я понимаю, что никто там из моих родственников, близких и так далее просто даже, ну, близко не потянет такой зоопарк. Сама назвала зоопарком, ну, такое количество животных даже близко не потянет, и это нормально. И у меня очень большая перед ними ответственность, поэтому, конечно, я с Налой не иду на прямой контакт, я этого боюсь. Пока это, ну, я боюсь этого, я не отрицаю. Если все думают, что я такая бесстрашная, то нет. Я очень осторожный человек, и я все время по 10 раз что-то перепроверяю перед тем, как сделать. Так что вот так у меня оказалась Налочка, так у меня оказалось аж 2 Пумы, и это исходя из того, что я никогда не хотела себе Пум, но у меня 2 любимые Пумы, которые живут со мной, которые радуют меня каждый день. Надеюсь, я их радую тоже, стараюсь всячески разнообразить их жизнь. Надеюсь, когда они совместятся, им будет еще веселее. Почему, например, Рыси я стараюсь девочек там держать вместе, потому что, ну, все равно, вроде кошки-одиночки, но вместе как-то повеселее, позадорнее, что ли. И так многим кошкам, они все кошки вроде как одиночки, но когда появляется второй кот, в большинстве своем они потом спят вместе, играют вместе и все такое. Хотелось бы напомнить, что уже февраль.
к середину так-то. У нас есть наш хвостатый календарь, так уже середина февраля. Дам на него большую скидку по промокоду аж 20%. Успейте его приобрести. Буду вас еще радовать долго-долго-долго-предолго. Тут и Манюнечка есть, и Мелисочка, и Лорд, и Тучка. В общем, все есть. Также, кстати, в нашем магазине есть календари Евгения Рыболтовского. Это Заком Club. Тоже очень красивые. И тоже на него будет по этому же коду такая же скидка 20%. Поэтому успейте купить то, что осталось. Вот это все на Озоне. Ссылочку в описании прикрепляю. Это прям очень красивый такой добрый календарь, который будет радовать вас и радовать, собственно, нас, то, что вы нас так поддержали и купили наш мерч. Также, что касается Озона, даже не стала давать никакие сейчас промокоды в видео, потому что мы вступили в мега крутую акцию на Озоне, и таких скидок на витамины, вообще на все витамины, которые у нас есть, не было никогда. Там скидки есть типа 30%, поэтому без всяких промокодов переходите. Мы сейчас находимся на Озоне в акции, и по такой цене вы никогда еще витамины не покупали, я думаю. Так что переходите, успейте, потому что акция ограничена временем. Захотелось про это рассказать, вдруг вы не заметили. Так что вот такая у нас история получилась про Пум. Кто думал себе завести Пуму и думает, что это очень миленько и так далее, честно, я просто могу сказать, не надо. Вот просто не надо. Не надо ломать себе жизнь, потому что, ну, это образ жизни, поймите. Вот эти жизнь с животными — это определенный образ жизни. Это не картинки просто из Пинтереста или там, не знаю, или видосики с Ютуба, которые вы зашли, сняли и ушли, занимаетесь своими делами. Нет, это определенный образ жизни, который вы полностью перестраиваете под них. Вырастить котенка, пумы, рыси, да кого угодно с малыша — это вы выращиваете как ребенка. То есть вы же понимаете, что когда у вас рождается ребенок, я сейчас попрошу в комментариях сразу те, кто не сравнивает животных с детьми, замолкнуть, потому что это реально так. Я растила ребенка, которого родила, я растила животных практически с первого дня жизни. И поверьте, вырастить животное сложнее. Реально сложнее. Потому что вот эти недосыпы вечные, они будут такие же, да, они по сроку меньше длятся, чем с ребенком, но тем не менее, вы также встаете ночами, днями, но животное не начнет потом вам говорить что-то, то есть объяснять. Тут развитие совсем другое. Плюс в какой-то момент у нее будут срабатывать, как мне любят писать, инстинкты. Да, они будут срабатывать, да, они будут появляться. Да, вы будете поцарапаны, да, вы будете покусаны. И от этого никуда не деть, потому что для большинства животных вот этот оральный контакт, кусание, он очень важен. Просто иногда они могут, переборщить. Вот, а иногда просто невозможно всего предугадать, иногда что-то может пойти просто не так. Ну, вот как у меня с Пумом было. Вроде такой хороший, милый пумяка, но, тем не менее, у меня все руки, то есть у меня часто видят шрамы, у меня все руки перешиты. То есть у меня они перегрызаны в этих местах, вот здесь у меня все зашито. Это все как бы вот... Ну, такое есть, да, и это будет со многими животными. К сожалению, через эти этапы приходится проходить. Надеюсь, вам было интересно послушать про Пум. Может, какие-то более подробности вам интересны, какие-то конкретные моменты. Пишите в комментариях, я всегда их читаю, буду рада вам рассказать. Потому что мне хотелось сказать общую картинку, чтобы люди просто понимали, откуда эти пумы. Но, может, что-то конкретное вы вспоминаете, но вам что-то непонятно, то, пожалуйста, всегда спрашивайте, я всегда расскажу. Кошка такая довольная. Кошка такая довольная кошка. Кошка довольная. Кошка довольная. Кошка довольная.